Всем привет! Я Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Друзья, вы часто говорите слово «очень»? Уверена, да. И это очень хорошо, потому что слово «очень» – это очень важное, очень полезное и очень нужное слово. Но с другой стороны, согласитесь, когда мы слишком часто слышим слово «очень», это звучит очень скучно. Поэтому сегодня давайте вместе выучим новые слова, которые помогут вам реже говорить слово «очень» и лучше понимать носителей языка. Готовы? Поехали! Итак, начинаем. Очень холодно. Холодрыга или дубак. На улице дубак, хочу зеленый чай. На улице минус 35. Ну и холодрыга. Сегодня дубак. Одевайся потеплее. Друзья, очень холодно – это наречие. Как холодно. Холодрыга и дубак – это существительные. Сегодня что – дубак, сегодня что – холодрыга. Часть речи нужно знать, чтобы правильно использовать слово. Поэтому на всякий случай я напишу для вас в описании, к какой части речи относятся новые слова. Договорились? Продолжаем. Очень жарко. Пекло. Сегодня плюс 40. Настоящее пекло. Очень грязно. Бардак. Извините за бардак. У нее хронический бардак. Ой, извини, у меня немного не прибрано. Очень хорошо. По-другому отлично, прекрасно, замечательно. Например, Роберт прекрасно говорит по-русски. Это означает, Роберт говорит по-русски очень хорошо. Как дела? Отлично. Кстати, друзья, а как ваши дела? Надеюсь, замечательно. Поехали дальше. Очень вкусно. Объеденье или пальчики оближешь. Как пицца? Объеденье. Как торт? Пальчики оближешь. Это означает, что пицца и торт очень вкусные. Вообще, если нам что-то очень-очень нравится, мы часто используем слово «классный». Классный фильм, классная книга, классная погода. А еще можно сказать «супер». Как фильм? Супер. Как книга? Супер. Как погода сегодня? Супер. Если нам что-то наоборот очень не нравится, мы используем слово «отвратительный». Например, отвратительный кофе, отвратительный запах, отвратительная погода и, не будем скрывать, отвратительные люди тоже бывают, к сожалению. Очень сладкий. Приторный. Например, приторный чай. Это значит, вы положили туда слишком много сахара. Я не люблю приторный чай. Продолжаем. Очень худой. Тощий. Моя бабушка часто говорит мне: «Оля, ты такая тощая, надо побольше есть».
очень толстый или полный, если мы говорим о человеке или о животном. Жирный. Но я не рекомендую вам использовать это слово. Оно грубое. Очень умный, гениальный или просто гений. Этот парень гений. Согласитесь. Очень глупый, тупой. Да, и это слово я тоже не рекомендую использовать. Оно грубое. Друзья, отлично! Сейчас мы знаем много новых слов. А это бонус для тех, кто хочет знать слов еще больше. Оставлю их здесь на всякий случай. А сейчас давайте сделаем маленькое упражнение вместе. Прочитайте предложение, скажите то же самое, но по-другому. Например, на улице плюс 35. На улице пекло. На улице минус 15. На улице дубак или на улице холодрыга. Сегодня очень плохая погода. Сегодня отвратительная погода. Почему у тебя дома так грязно? Почему у тебя дома такой бардак? Здесь очень неприятный запах. Здесь отвратительный запах. Салат очень вкусный. Можно рецепт? Салат объеденье или салат пальчики оближешь. Можно рецепт? И, наконец, Гарри Поттер – очень интересный фильм. Гарри Поттер – классный фильм. Молодцы! Это все на сегодня. По-моему, мы прекрасно поработали. Друзья, какое слово вам понравилось больше всего? Какое слово самое полезное? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо, пока-пока!